Инициатором появления бренда Маруся стал Николай Фоменко, заслуженный артист Российской Федерации, актер, музыкант, телерадиоведущий, мастер спорта по горнолыжному спорту и, более того, мастер спорта России международного класса по автоспорту. Да, Николай Фоменко в прошлом профессиональный гонщик. В 2007 году у него состоялась встреча с выдающимся конструктором Игорем Ермилиным, создавшим спорт-прототип «Феникс» в качестве замены Lada Revolution и который был в поиске финансирования для своего спорткара. Фоменку «Феникс» понравился, но он предложил инженеру нечто другое – создание суперкара для гражданского использования. Ермилин согласился, и Николай, подняв свои многочисленные знакомства, обеспечил грядущий проект поддержкой серьезных инвесторов. Изначально целью предприятия было создание автомобиля, цена которого составит $50 тысяч, чтобы он мог конкурировать с Lotus, причем денег, собранных с инвесторов на такую разработку, хватало с избытком. Учитывая российскую ментальность, маленький спорткар, такой как Lotus, у нас в стране продать очень сложно. Поэтому было решено, что у автомобиля будет очень большая ширина, около 2 метров, маленькая высота, 1100 мм и 4,5-метровая довольно типичная длина. Среди всех спорткаров в мире столь впечатляющие параметры имел разве что Bugatti Veyron. С этого момента события начали развиваться стремительно. За 2 месяца была собрана команда конструкторов и арендовано помещение. Еще за 5 вышел первый прототип без кузовных деталей. В основе машины был кокпит, собранный из труб и обшитый листами алюминия, на который навешивалась передняя и задняя подвеска. Конструкция была простая, но надежная. Поначалу кузов обшивали деталями из стеклопластика, однако в дальнейшем собирались использовать карбон. Мотор изначально планировали заказывать у альянса Renault-Nissan. Это был VQ35 V6, который побывал на многих моделях Nissan и имел несколько вариантов мощности. 3,5-литровый мотор мог выдавать от 300 до 500 лошадиных сил. В начале 2009 года у конструктора была договоренность с Renault о том, что они обеспечат поставки этих двигателей в нужном количестве, причем адаптированные под автомобили Маруся. Модель B1 с двигателем Renault получила сертификат на продажу в России в количестве около 100 штук. Производитель поставлял мотор в сборе с коробкой передач, со всеми блоками управления и электрооборудованием вплоть до климат-контроля. Но менеджмент компании вошел в конфликт с Renault, в итоге которого производитель перестал вести какие-либо переговоры. Без двигателей Renault сертификация на продажу машин уже не действовала. Создатели спорткара обратились к другому производителю, Cosworth. Их моторы выдавали схожие характеристики, так что выбор силового агрегата – это не то, что слишком сильно ударило по процессу создания. Итогом нескольких месяцев спешной работы стал первый стендовый прототип Marusia B1. Создатели суперкара назвали машину так же, как и фирму Marusia Motors. Бытует мнение, что название и производитель, и машина получили в честь жены Фоменко. Первая презентация нового автомобиля прошла в Москве 16 декабря 2008 года. Николай Фоменко, представлявший на презентации новый суперкар, заверил всех, что Маруся будет продаваться и пользоваться успехом не только в России, но и за границей. Он подчеркнул, что отечественному автомобилю по силам догнать даже столь известных производителей, как Lamborghini и Ferrari. Главной особенностью Маруси перед зарубежными компаниями является то, что она будет менее дорогой. Если европейские компании, как правило, для создания крыши используют лонжероны, интегрированные в кузов,
то в отечественной разработке будет все значительно проще. Корпус крыши выполнен из углепластика, в производственном процессе которого не нужно прибегать к услугам дорогостоящих цехов металлообработки и линий проката. На выставке Маруся завоевала симпатии и прессы, и публики, а некоторые посетители прямо там изъявили желание оформить предзаказ, даже несмотря на то, что на презентации цену объявили в 2 раза большую, чем планировалось изначально. В основном публику впечатлил внешний вид и размах модели. Никто не думал, что в 2008 году в России кто-то решится конкурировать с Ferrari и Lamborghini. На волне куража Маруся Моторс совершает первую из многих ошибок. Объявляет о начале работы над Маруся B2, не закончив работу над изначальным проектом. Об этом в интервью говорит и главный инженер Игорь Ермилин. На мой взгляд, первый неправильный шаг был сделан еще в 2009 году, через несколько месяцев после демонстрации концепта B1. Тогда надо было начинать работу над созданием производственного прототипа. Для этого необходимо было произвести несколько машин и нарабатывать по ним тестовую информацию, выполнить полный комплекс испытаний. Но вместо этого, по решению менеджмента компании, началась подготовка концептов, сначала 2 B1, а потом еще одного B2 к автосалону во Франкфурте. Я рассчитывал, что уже в мае-июне будут первые ездящие тестовые машины, но у нас производство перешло в шоу-бизнес. Будучи шоуменом, Николай Фоменко постоянно делал громкие заявления, но забыл, что, ввязавшись в этот проект, ему нужно было стать бизнесменом, который не просто бросается пустыми фразами, а доказывает все реальными делами. В декабре 2008 года Фоменко сообщил, что машина станет производиться в количестве от 1,5 до 3000 в год, а продажи начнутся в апреле 2009. Ожидания Николая явно превышали реальные возможности. Еще одной проблемой стала система охлаждения. О причине ее появления Игорь Ермилин говорит так. При разработке автомобилей всегда происходит противостояние дизайнеров и инженеров. С этой проблемой сталкиваются все автопроизводители, а для ее решения приходят к компромиссу, потому что машину придется продавать, а значит потребитель должен получить ее хорошо функционирующей. Но Фоменко больше слушал дизайнеров. Я не раз говорил ему о том, что надо увеличивать воздухозаборники системы охлаждения. Было изначально понятно, что они соответствовали двигателю мощностью не более 105 лошадиных сил. И только в декабре 2010 года на тестах в Испании, когда обе модели B1 и B2 без конца перегревались и кипели, была дана команда вырезать в боковинах воздухозаборники большего размера. В итоге программа тестов в Испании свернулась раньше времени. Наша гоночная модель B1 GT, которую мы планировали готовить для участия в FIA GT, тоже не прошла все запланированные для нее испытания, хотя не имела проблем с охлаждением. У нее были нормальные функциональные воздухозаборники. Вот когда мы смотрим на такие спорткары, как McLaren, Ferrari, то видим у них на задних боковинах огромные воздухозаборники. Я был уверен, что при нормально выстроенном автомобильном бизнес-процессе на наших машинах тоже такие появятся. И мы к этому пришли, но слишком поздно, только во второй половине 2011 года. Да еще получилось так, что дизайн автомобилей пришлось изменить неестественным образом, то есть не на стадии проектирования. Поэтому новые воздуховоды выглядят как инородные тела. Вот так на представленной модели выглядел стык передней панели и двери, неряшливый вырез в рулевой колонке под лепесток и стык кокпита и крышки капота, уплотненный обычным поролоном. Автомобиль не был еще доведен до ума, а его цена была уже 4,5 миллиона рублей. Это $150 тысяч по тогдашнему курсу. Это крайне дорого, хотя Николай и заявил, что нашел 500 покупателей, вероятно, это было очередным пиаром. Распространено мнение, что одним из способов раскрутки стала покупка команды Формулы-1 и переименование ее в Маруся F1 Team. На это предприятие была потрачена уже весьма крупная сумма денег. Однако Игорь Ермилин рассказал, что реальный владелец команды Андрей Чеглаков, один из инвесторов Маруси, а не сама Маруся Моторс. Использование бренда компании на начальном этапе – это лишь маркетинговый ход. Следующая ошибка руководства компании не заставила себя долго ждать. Маруся Моторс анонсирует, что помимо 2 суперкаров выйдет Маруся B3, 2 кроссовера, лимузин и электрокар. Штат из более 300 сотрудников метался от одного проекта к другому,
из-за чего разработка первых моделей замедлилась, в то время как у инвесторов и клиентов, оформивших предзаказ, заканчивалось терпение. Увеличившийся административный ресурс оказался слабым, без необходимого опыта работы. В компанию пришло много молодых энтузиастов, умеющих быстро и хорошо работать на компьютере, строить 3D-модели, но далеко еще не конструкторов и уж точно не проектировщиков. Они не всегда хорошо понимали функционал того, над чем работали. В итоге решения были неэффективны и проект зависал. Деньги заканчивались, и в попытке удержаться на плаву Николай Фоменко сделал ставку на новые источники дохода. Он рассчитывал на финансирование в рамках проекта «Кортеж», который должен был создать отечественный лимузин для президента России и джип сопровождения для службы охраны. На этой же платформе планировалось производство автомобилей представительского класса и их продажа всем желающим. Николай Фоменко явно рассчитывал на финансирование, но получателем средств из бюджета 12 миллиардов рублей стал государственный НАМИ. В начале 2013 года компания пыталась получить заказ от Минобороны на разработку тактико-технических средств к многоцелевому вседорожнику Суша-2. Но это скорее напоминало агонию в попытке отыскать деньги. Ведь компания Маруся в принципе не могла в полной мере удовлетворить все требования военных закупщиков. Увольняя сотрудников, не выплачивая зарплату оставшимся и испытывая давление от инвесторов, компанию в конце концов объявили банкротом в 2014 году. Причиной краха компании и погубленной модели стал неумелый менеджмент и слишком высокие амбиции. Если бы руководство компании не торопило события, вполне возможно, что Россия прославилась бы своими уникальными суперкарами. Я очень сожалею о том, что все так произошло. Думаю, что при существенно меньшем финансировании Маруся проект смог бы реализоваться в виде очень успешного мелкосерийного производства спорткаров в объеме до 100 автомобилей в год. На базе того, что у нас было, вполне реально сделать машину на уровне Koenigsegg с ценой до $1 миллиона. Но все вышло так, как это часто бывает в России. Пришли большие деньги, а вместе с ними много непрофессиональных, но близких людей. Когда мы готовились к гоночной программе, то отправляли нашу дорожную B1 для проверки на базе английской команды Status GP. Там ее полностью разобрали, исследовали, после чего заключили, что она в своем базовом варианте существенно ближе к подготовленной к гонкам версии, чем автомобили типа Aston Martin и McLaren. То есть мы смогли сделать очень спортивный автомобиль. Еще один хороший отзыв о нашей работе сделали на KW, производитель подвесок для дорожных машин и автоспорта. Ее продукцию используют такие автомобили, как Corvette, Audi R8, спорткары BMW, Ferrari, Lamborghini. Когда мы заказывали KW сделать по нашим характеристикам 20 комплектов амортизаторов, то отправили им 2 машины. Одну с амортизаторами, сделанными по моему заказу на питерском заводе Plaza, а вторую с амортизаторами KW, которые мы сами адаптировали под наши спорткары. После стендовых, а потом всевозможных дорожных испытаний, инженер-испытатель из KW с 25-летним стажем сказал, что наше шасси самое лучшее из всех, что он когда-либо пробовал. И это сказал не продавец клиенту, а инженер инженеру.